Это типичный кратер на Луне. Он здесь потому, что однажды в него врезался астероид. Да. Лунный кратер образуется, когда астероид, метеороид или комета врезаются в поверхность Луны. И, как вы можете видеть, такого произошло очень много. Но один кратер образовался совсем иначе. Тогда как же он образовался? Давайте вернемся немного назад. Существует широко принятая гипотеза, что сама Луна – продукт столкновения, подобного всем этим кратерам. Но то столкновение было намного серьезнее. Оно произошло более чем 4,5 миллиарда лет назад, когда огромная планета размером с Марс, называвшаяся Тея, врезалась в Землю. Это событие выбросило большое количество обломков на орбиту. В конце концов, эти обломки слиплись и образовали Луну. Некоторое время после этого Луна, по сути, была гигантским шаром расплавленной лавы. Но поскольку ранняя Луна находилась очень близко к Земле, гравитация нашей планеты продолжала сжимать ее, делая ее еще горячее. В конце концов, Луна удалялась, остывала и сформировала каменную корку. А теперь продолжим. Около 4,3 миллиарда лет назад астероид размером с небольшую страну вроде Непала, значительно больше того, что уничтожил динозавров, врезался в дальнюю сторону Луны. Он оставил гигантский кратер, называемый бассейном Южный полюс, Aiken South Pole Aitken Basin. Его глубина достигает до 5 миль, а ширина примерно 1500 километров. Для сравнения, это примерно расстояние от Нью-Йорка до Далласа. И глубина, достаточная, чтобы проглотить вершину Эвереста. Ученые полагают, что это столкновение могло вскопать и разбрасывать древние материалы из глубин Луны. Смесь веществ, которую прозвали крип, калий, редкоземельные элементы и фосфор. Это как химическая капсула времени с тех пор, когда Луна еще была океаном лавы. Хотите знать, почему эта область может быть даже более научно интересной, чем мы думали? Видите ли, до недавнего времени исследователи считали, что астероид прилетел с юга, ударил снизу вверх и разброс много радиоактивного материала, того самого крипа, вокруг северного края кратера. Но, присмотревшись внимательнее, ученые поняли, что удар на самом деле пришел с севера, что означает, весь тот ценный крип в реальности оказался на южном краю. И знаете что? Миссия НАСА Аремис-3 как раз нацелена на эту самую южную область. Исследователи стали сомневаться в старой южной теории удара, когда сравнили лунный кратер с другими по Солнечной системе, главным образом с бассейном Хэлла на Марсе и бассейном Спутник на Плутоне. Вот они перед вами. Видите, у всех трех есть странная форма, похожая на слезу или авокадо. Широкая с одной стороны и острая с другой. И именно этот острый конец обычно показывает, из какого направления прилетел астероид. В случае бассейна Южный полюс Aiken это означает, что астероид ударил с севера, а не с юга. Чтобы это подтвердить, ученые копнулись в старых данных миссии НАСА «Лунный проспектор» Lunar Prospector, которая работала на орбите Луны с 1998 по 1999 год. Этот аппарат измерял содержание радиоактивных элементов на поверхности и обнаружил высокие концентрации тория, ключевого компонента крипа, вокруг юго-западного обода бассейна. Теперь миссия Аремис-3 – это большой план НАСА по возвращению людей на Луну впервые с 1972 года. Если все пойдет по плану, запуск запланирован на середину 2027 года, сразу после завершения Аремис-2. Видите, Аремис-2, который должен стартовать до апреля 2026 года, будет своего рода генеральной репетицией. Астронавты полетят по орбите Луны, не совершая посадки, просто чтобы убедиться, что все системы работают плавно. Космическая пробная поездка.
Аремис-3 – вот где все станет по-настоящему серьезно. Ожидается, что астронавты совершат посадку в районе южного полюса Луны в одном из 9 возможных мест, которые НАСА уже изучила. Единственная проблема – это сроки. Аремис-3 уже не раз откладывали, как и Аремис-2. Аремис-1 стартовала в 2022 году. Это был беспилотный тестовый полет, который облетел Луну и благополучно вернулся. Так что далее идет Аремис-2, который доставит настоящих астронавтов дальше в космос. Затем Аремис-3 – главный этап. Астронавты должны пробыть на лунной поверхности примерно неделю, занимаясь научной работой, прежде чем отправиться домой. После этого Аремис-4 и 5 займутся строительством и расширением новой мини-орбитальной станции вокруг Луны. Она называется Gateway. Представьте ее как остановку на пути в космосе. Астронавты смогут пристыковаться там, жить в ней во время коротких миссий, проводить эксперименты и готовиться к посадкам. НАСА строит ее при участии Европейского космического агентства, Японии и еще нескольких партнеров. Астронавты полетят на корабле «Орион», который запускается на ракете-носителе Space Launch System, массивной ракете выше Статуи Свободы и достаточно мощной, чтобы отправлять людей на Луну. Чтобы осуществить посадку, они будут использовать систему посадки для людей Human Landing System. SpaceX Starship предполагается выполнить первый полет к лунной поверхности, как только докажет свою способность безопасно садиться. В долгосрочной перспективе НАСА не собирается останавливаться на Луне. Главная цель – Луна, Марс. Надеются, что все, чему научатся благодаря Аремис, поможет построить лунную базу и в конечном итоге отправить людей на Марс. И кто знает, возможно, когда люди снова ступят на Луну, они смогут разгадать еще одну неразрешенную загадку. Вспышки, свечение или лучи света, которые иногда освещают наш спутник. Давайте углубимся в эту загадку, хорошо? В ночь на 19 апреля 1787 года астроном Уильям Гершель заметил что-то странное. Яркий свет, сияющий на темной части молодой Луны. Он светил часами и был почти так же ярок, как туманность Ориона. То, что он увидел, вероятно, и сейчас ученые называют транзитным лунным явлением ТЛП. По сути, это быстрые вспышки или изменения цвета на лунной поверхности. ТЛП могут выглядеть как светящиеся пятна, красноватые или фиолетовые оттенки, или даже как туманные облака, которые внезапно появляются и исчезают. За последние 2000 лет люди зафиксировали около 3000 таких странных лунных вспышек с помощью телескопов, камер или иногда просто острым глазом наблюдателя. Итак, что же там на самом деле происходит? Однозначного ответа нет. Многое может вызывать ТЛП, от ударов метеоритов до выбросов газа или даже электрической активности. Длительность вспышки от доли секунды до нескольких часов дает ученым подсказки относительно причин каждого конкретного светового явления. Очень короткие вспышки, длящиеся меньше минуты, скорее всего вызваны мелкими космическими камнями, влетающими в Луну. Даже метеороид размером с шар для бильярда может удариться о лунную поверхность достаточно сильно, чтобы на мгновение заставить ее светиться. Тепло от удара разогревает камни, и они сияют, затем быстро остывают и меркнут. Долгое время ученые подозревали, что такие короткие вспышки вызваны ударами метеоритов, но доказать это удалось лишь в 1990-х, когда высокоскоростные камеры стали чаще применяться в лунных исследованиях. Даже тогда было непросто подтвердить, короткие вспышки могли быть артефактами камер или электрическими шумами. Единственный способ убедиться – поймать одну и ту же вспышку одновременно с 2 или более наблюдательных пунктов.
Это случилось впервые во время метеорного потока Леониды в 1999 году, когда ученые зарегистрировали реальные вспышки столкновений на Луне. Позже появились и другие подтверждения того, что Луна часто обстреливается космическими камнями, хотя вспышки, по-видимому, концентрируются в отдельных областях, например, в океане бурь, Oceanus Procellarum, одной из больших темных равнин Луны. Вероятно, это просто связано с тем, где ученые чаще всего направляли свои камеры. Исследование 2024 года показало, что метеороиды на самом деле ударяют по Луне равномерно по всей поверхности. Теперь вспышки, которые длятся несколько минут, вероятно, вызваны совсем иным явлением – утечками газа из недр самой Луны. Исследования 2008 года и другие показали, что когда газ вроде радона скапливается под лунной поверхностью, он может внезапно выйти наружу. И когда этот радиоактивный газ выходит и распадается, он излучает слабое свечение, которое мы можем заметить с Земли. Интересно, что эти светящиеся пятна часто совпадают с областями, где ученые ранее обнаруживали повышенные уровни радона. А есть еще длительные свечения, которые держатся часами, как яркое свечение, увиденное Уильямом Гершелем в 1787 году. Одно исследование 2012 года предположило, что такие явления могут быть вызваны солнечным ветром, потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Когда этот солнечный ветер сталкивается с лунной пылью, он может зарядить частицы и поднять их в воздух, вплоть до выноса в космос, создавая огромные пылевые облака высотой до 60 метров. Эти парящие облака могут преломлять или отражать свет от звезд или планет поблизости, из-за чего кажется, что сама Луна светится. Надеемся, что мы получим ответы, когда миссия Аремис приземлится и начнет свои исследования. Я с нетерпением этого жду. На сегодня все. Если вы утолили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.